Внутриканальные наушники со звучанием высокого качества, боксом с кнопкой для быстрого сброса и сопряжения с новыми устройствами, Bluetooth-чипом версии 5.3 и двухканальным соединением, 12-мм динамическими драйверами, временем автономной работы до 5 часов на одном заряде наушников и до 24 часов вместе с боксом, микрофонами с шумоподавлением во время звонков технологии HAVT для низкой задержки передачи звука и сенсорным управлением. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Halo X1S. Но как на самом деле дела обстоят у данного компактного чуда, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в достаточно дешевой упаковке, но в ряду с красочными упаковками она выглядит очень даже и интересно. На коробке есть название, краткие характеристики и минималистичное изображение модели. Пакинг неплохой, в комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство пользователя, кабель для зарядки с USB A на Type-C стандартно и амбушюры разных размеров, хотя кто-то кабельное хозяйство уже не кладет, кстати, в ТВС-ке. Один наушник весит 3,7 грамма, а бокс 27 граммов. Габариты бокса и наушников вы видите на экране, в целом все в пределах стандартной нормы. Сеточка на звуководе пластиковая, к сожалению, установлена она не лучшим образом, а сам звуковод средней длины. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Приходите на лайв-канал, будем разыгрывать за ноябрь, сегодня-завтра. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. На лайв-канале тоже много всего. Перейдем же к наушникам. В продаже есть черная и белая расцветка данной модели. Что наушники, что бокс имеют обыкновенный дизайн. Выглядит X1S в целом хорошо. Бокс овальный, корпус бокса выполнен из глянцевого пластика, но тактильные материалы ощущаются как плохие. Сборка не самая мрачная, что я встречал в этой ценовой категории, но и не самая лучшая. Бокс не особо габаритный и в кармане сильно не мешается. На корпусе расположили разъем Type-C, кнопку для сброса, надпись Halo и неяркий LED-индикатор. Открыть бокс одной рукой можно, шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется. Но система фиксации, по мне, не лучшая. Люфт у крышки практически отсутствует, за что плюс. Хлопок при закрытии бокса звонкий и слегка раздражающий. Далее внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и маркировку Left и Right. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть с закрытой крышкой бокса наушники у меня не получилось. А с открытой крышкой бокса нужно будет приложить немало усилий. Извлекать наушники из бокса слегка неудобно из-за крышки бокса, но приноровиться можно. Переходим к наушникам. Наушники имеют привычную эргономику, как у яблочных наушников. Конечно, они слегка отличаются по габаритам и внешним факторам, но в целом плюс-минус то же самое. Минус от меня за подобные контакты для зарядки, которые расположили в нижних частях ножек. Выглядит подобное решение очень по-бюджетному. Ко всему, сборка пары оставляет желать лучшего по мне. Посадка плотная, из ушей выпирают они не сильно, дискомфорт есть, но только после прослушивания музыки в течение 2 часов. Из ушей во время пробежки не вылетают, а пассивная шумоизоляция средняя, опять же для этого форм-фактора. Далее на корпусе есть микрофоны, маркировка Left и Right и сенсорная панель. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова и переключение между музыкальным и игровым режимом. Регулировки громкости и вызова голосового ассистента, к сожалению, нет. Управление топорненькое, на команды наушники откликаются не всегда корректно, но ложных срабатываний у меня не было. Команды сопровождаются системными звуками, ко всему некоторые звуки можно встретить в более дорогих наушниках от Xiaomi, только там они звучат куда качественнее. Переназначить команды возможности нет, так как данная модель не имеет поддержки фирменного приложения. Далее оснащены наушники 12-мм динамическими драйверами. Разумеется, таких функций и технологий, как активное шумоподавление, режим прозрачности, мультипоинт, датчики автоматической паузы, беспроводная зарядка бокса и подобное в данной модели отсутствуют. Хотя, опять же, мы помним, что у Honor'ов за те же деньги мультипоинт есть. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключаются с задержкой. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после изъятия наушников из бокса. Далее, емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 30 минут, емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 45 минут, саморазряд у бокса есть, но незначительный. Отыграла данная пара на 70% громкости по кодеку AAC 4 часа 33 минуты, а с боксом данная пара прослужит около 22 часов. Конечно, результат не впечатляет, но лично я другого и не ожидал, учитывая аккумулятор и ценовую категорию. Далее, заявленной водонепроницаемости у наушников нет, я не советую вместе с ними прогуливаться под дождем или каким-либо образом проверять их на водонепроницаемость. Мой экземпляр на данный момент работает исправно, даже после того, как я искупал их в воде. Но неизвестно, что с ним произойдет в ближайший месяц, опять же, так что так лучше не делаем. Bluetooth версии 5.3
за что плюс из кодеков на борту SBC-AC через две стены наушники от смартфона не отваливались, но изредка проскакивали фризы, как и во время прослушивания музыки на улице в определенных локациях. Задержка на YouTube незаметна, в играх задержка с включенным игровым режимом практически приемлема. Играть можно, но, конечно, как профессиональный девайс для игр использовать X1S не стоит. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны справляются плохо. Для того, чтобы собеседник разобрал мою речь, во время разговора приходилось искать максимально тихое место без посторонних шумов, так как качество передачи голоса, откровенно говоря, плохое. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi Hello X1S и насколько хорошо отрабатывают микрофоны вы сейчас слышите, но они здесь по мне прямо совсем печальные, хотя с другой стороны в этой ценовой категории плюс-минус у всех одинаковые. По звуку все, как говорится, относительно, и по всем остальным параметрам вы сами увидите в ролике. Но опять же, это супер-мега бюджетный эконом. Помним об этом. Звучание. Запас громкости есть, но небольшой. Ко всему, на 100% громкости звучание далеко не качественное. На 70% громкости звучание лучше, но при этом каша все равно присутствует. Имеется перекос низких частот в сторону высоких и середины. Звучание ощущается как с включенным эффектом концертный зал. Оно глуховатое. Середина имеет слабую проработку, высокие звучат неплохо, но не отчетливо. Звук басхедный. Из минусов: бокс неумный, ко всему он выполнен из плохих материалов, нет поддержки фирменного приложения, сенсорное управление не всегда срабатывает, переподключение между наушниками не бесшовное, а также звучание могло бы быть и лучше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. И получше наушники встречаются, и подешевле. У Анкеров стабильно за 1500 что-нибудь они продают на разных площадках. Так что смотрим обзоры на канале. Резюмирую. Беспроводные наушники Xiaomi Hello X1S имеют неплохое звучание, но в некоторых композициях звучат они прям очень плохо, при том, что другие модели, к примеру, Redmi, Anker, Xiaomi и Realme в этой ценовой категории показали себя лучше в плане звука со всеми композициями, которые я прослушивал. Поэтому от меня девайс очень скромное, да. Возможно, вы их купите супер дешево, и тогда, в принципе, цена будет оправдана. Еще раз огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.